Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами подготовим наш проект к аудиту контуров. В нашем проекте мы много использовали упрощения, автоматизации различных фильтров, чтобы ускорить процесс создания этого шрифта. Большинство символов — это модифицированные символы латиницы, немножко кириллицы, из которых создаются какие-то другие символы. Все это здорово помогает ускорить процесс создания шрифта, но не помогает, точнее не экспортируется в финальный шрифт. Поэтому для того, чтобы наш проект немножко облегчить и упростить, чтобы последующие этапы проходили быстрее, имеется в виду кернинг, метрики различные, хинтинг, чтобы нормально мы смогли сделать, нам нужно его полностью разобрать, то есть сделать облегченную версию проекта без каких-либо фильтров, чтобы это были просто чистые контуры, без каких-либо наворотов, минимальное количество точек, узлов и так далее и тому подобное. Поэтому в этом видео мы начнем делать это упрощение, чтобы проект у нас был готов к дальнейшей работе. На самом деле мы можем этого и не делать, и работать с проектом и в таком виде, но в моем случае, если мы говорим про шрифт Zasker, в нем почти 1500 символов, в нем очень много слоев, поэтому все это очень много весит и очень долго все просчитывается. Поэтому каждая операция — это большая проблема. Если подвинуть немножко метрики, нужно подождать несколько секунд, чтобы все обновилось. Во всяком случае, на винде работает не очень быстро, на macOS быстрее. Но это делать не обязательно, если у вас проект несложный, если вы в целом не сильно заморачиваетесь относительно того, насколько чистый должен быть контур вашего шрифта, можете просто экспортировать прямо в таком виде, потому что FontLab на лету все это сделает, он уберет все фильтры, сольет все контуры, где это возможно. В большинстве случаев это будет хорошо сделано, иногда, может быть, какие-то вылезут косяки. Я, как перфекционист, стараюсь все такие штуки предусмотреть и сделаю это заранее, чтобы потом не обнаружить какой-нибудь там непонятный косяк. Но, тем не менее, да, можно прямо сейчас его экспортировать и установить в различные программы графические, использовать его, даже на сайт загрузить, и почему бы и нет. Здесь в качестве примера я буду использовать свой шрифт Zasker, потому что в нем у меня сохранилась копия со всеми фильтрами, с какими-то элемент-референсами, фильтрами и прочими штуками, потому что журнальную рубленную, которую я делал в этом курсе, я ее делал ранее, поэтому все глифы я копировал в процессе написания этого курса, поэтому там не сохранились никакие связи и разбирать там особо нечего. Поэтому мы представим, что это у нас журнальная рубленная, и будем с ней делать все эти манипуляции. И еще важный момент, мы с вами приучили себя делать бэкапы версии проекта. То есть прежде чем открыть новый проект, допустим, сегодня, мы создаем его копию, меняем в нем дату и после этого открываем и работаем. Это нужно на случай, если вдруг у нас проект как-то программой испортится, если вдруг какие-то непредвиденные штуки могут быть. И в целом мы копим эти копии проекта, чтобы в случае чего могли откатиться дальше. Поэтому сейчас один из самых важных бэкапов. Мы сохраняем копию проекта, в которой все наши формулы, все наши выражения, все фильтры и прочие штуки сохранены. Потому что в последующей версии их уже не будет. И мы с вами договариваемся, что именно здесь сейчас мы с вами определились окончательно с тем, как будет выглядеть наш шрифт. Больше никаких изменений в него мы вносить не будем менять форму овалов, не будем менять какие-то там формы, элементы, рисунки букв, потому что все, это финальная версия контура, с которым мы работаем дальше. А дальше мы будем делать что? Во-первых, мы его почистим, во-вторых, сделаем кернинг, сделаем хинтинг, сделаем appetite fetch, подготовим этот проект к релизу и экспортируем его. Все, то есть уже творческая часть на этом этапе у нас закончилась. Поэтому мы делаем копию этого проекта, и делаю я обычно это так. Я просто сохраняю альтернативную версию этого проекта. Допустим, напишем здесь, неважно какое число, я обычно делаю так, пишу. Что-нибудь типа такого, чтобы когда в списке проектов я их увидел, я, допустим, сейчас зайду сюда, в папку Old, я вижу, что где-то что-то я такие комментарии уже оставлял, поэтому здесь я пишу все фильтры здесь,
сохраняю его. Это версия со всеми готовыми фильтрами. И снова его Ctrl-Shift-S сохраняю. И уже пишу, например, там, следующее число. Опять же, дата не важна. Это версия, в которой я теперь уже буду все связи разрывать и полностью разбирать все наши контуры. Когда мы делали наш проект, мы каждый глиф, который был готов, окрашивали либо в зеленый цвет, либо в бирюзовый, либо в голубой, либо в какой-нибудь еще, чтобы понять, какой из них готов, какой из них компонент или автолейер из другого глифа, и какой из них нужно отредактировать, например, если мы помечали его красным, фиолетовым или еще каким-нибудь символом, цветом. Вот, сейчас пришло время полностью сбросить все цветовые индикации, потому что мы сейчас будем каждый раз все эти этапы создания глифов немножко повторять и окрашивать заново. Поэтому сейчас я выделяю все глифы в шрифте и нажимаю вот сюда. Он немножко думает у меня и убирает все цвета. Это дело мы сохраняем. И теперь мы будем заходить в каждый из глифов и изменять его содержимое, склеивать все, вот как, например, вот здесь вот это все нужно склеить. Вот это все нужно тоже склеить. Белый цвет это стандартный, но я его не люблю. Почему? Потому что если вдруг я случайно создам какой-то глиф, вот случайно что-то скопировал, неправильно написал название, и если я сделаю двойной клик по такому названию, у меня создастся новый глиф, который добавится в конце списка. И проблема в том, что я не узнаю, что он добавился, потому что он будет такого же белого цвета, как и все вот эти. Поэтому обычно я помечаю все желтым цветом. Теперь я точно понимаю, что это глифы, которые я когда-то создал. И если вдруг какой-то новый глиф создастся, вот как, например, сейчас я сделаю вот такой глиф, которого изначально не должно было быть в шрифте, он у меня красится в белый цвет. Это значит, что он создался случайно. Поэтому я его просто удалю. В общем, желтый цвет меня полностью устраивает, сохраняю проект и идем дальше. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.